Здравствуйте, меня зовут Галина Теряева, вы на неравнодушном канале. Сегодня вас ждет история из Англии о девочке Василине из детского дома города Москвы. Когда только Василина родилась, от нее сразу отказались кровные родители. У девочки синдром Дэнди-Окера. Это аномалия развития мозжечка. В большинстве случаев это заболевание приводит к инвалидности с самых первых дней. К осложнениям относятся умственная отсталость, психическая неполноценность, неврологические отклонения. Около половины детей с этим диагнозом умирают в первый месяц своей жизни. И обо всем в детском доме сказали будущей приемной маме Надежде Афанасьевой. Но Надя не испугалась неутешительных прогнозов врачей и сделала все возможное, чтобы Василина в семье стала счастливой. Ребята, важные новости. Знаете, что у нас есть семья? Семья большая у нас. Вот смотрите, у меня есть мама. Она добрая, хорошая, красивая. Совсем недавно семья переехала в Лондон. И когда невролог в Англии сделал МРТ Василине, то он был в шоке от клинической картины, которую он увидел. Девочка была практически здорова. Как это удалось приемной семье Афанасьевых, я буду рассказывать прямо сейчас в моем фильме. Всем привет, я Василина, и я только пришла из школы. И я сейчас покажу, где я живу. Живу я вот на этой территории, в 10-м доме. А тут у нас площадка. У вас очень много изменений в жизни. И совсем недавно вы переехали в новую страну. Вы уже живете в Лондоне, да? Вообще 1,5 года назад мы получили визу, мой муж получил Global Talent визу, и мы решили переезжать. Но на самом деле, сказать, у нас была такая мечта переехать в Англию еще, не знаю, может, лет 8 назад, когда муж первый раз приехал сюда, ему очень понравился Лондон, и к тому времени мы уже 5 лет прожили в Москве, потому что мы из Самары. И он сказал, если мы когда-то куда-то переедем, то это в Англию. И мы наш переезд планировали, не просто взяли и переехали, мы прям планомерно это все делали. Мы 5 раз приезжали сюда, чтобы полностью перевести детей. Надя, это не было каким-то спонтанным решением, то есть собрались и уехали. То есть это была подготовка. В нашей ситуации спонтанно не получается, так как у нас дети достаточно особенные, и нельзя взять и вырвать из среды, и также нельзя оставить ребенка, потому что нужно все подготовить. Мы обязательно расскажем вам дальше о жизни семьи Афанасьевых в Лондоне. Но для начала хотелось бы вспомнить, как зарождалась их семья. Встретившись в 16 лет, еще за школьной скамьей, Денис и Надежда с тех пор больше не расставались. Их любовь была такая сильная, что они решили сразу после окончания школы пожениться. Несколько лет не могли забеременеть и уже даже думали взять ребенка из детского дома. Но тут Надежда узнала, что ждет ребенка. Однако на раннем сроке беременности случилось страшное. Надежда заболела краснухой. Врачи настаивали на аборте, пугали самыми страшными последствиями для малыша – глухотой, слепотой, пороком сердца и другими патологиями. Но Надежда и Денис не испугались и приняли решение рожать ребенка. У меня даже мыслей никаких не было по поводу того, что мы можем избавиться. Всю беременность, оставшуюся 7 месяцев, я писала отказы. Сначала от аборта, затем от искусственных родов. Меня очень поддерживал муж и мои родители. В какое-то время ко всем специалистам стала ходить моя мама, потому что они рассказывали очень страшные вещи, которые не нужно слушать беременной женщине. Я купила акушерство, купила инфекционные болезни, изучила с точки зрения науки, что может быть. А вот все, что касается вас бросит муж, вы останетесь одна, и вот всего чего-то такого слухов, да, я от себя отмела. Мне не нужны были эти прогнозы, я человек научный. Я решила для себя так, что я буду придерживаться того, родится ребенок, да, мы подготовили, и Полина родилась. Она родилась с маленьким весом, с большой задержкой внутриутробного развития. Она лежала 2 месяца в специальной камере с кислородом. У нее еще были большие проблемы с кровью. Мы 1,5 месяца провели в недоношенном отделении. Дальше выписались, и дальше мы, в принципе, с ней занимались физическим развитием, потому что она очень сильно отставала поначалу. Она не держала голову до 4 месяцев. Это, как известно, массажи, ЛФК,
Ну, все, как бы мы это проходили. Но после 6 она стала догонять детей. И к году она пошла. То есть к году она физиологически, она развивалась уже нормально. Проблема была с ее речевым развитием. И так как у нее была внутриутробная краснуха, мы, конечно, стояли на учете у сурдолога. Каждые 5 месяцев мы проверяли ее слух. Но, к сожалению, в те времена техника была не так прекрасна, как сейчас, и нам давали не те данные, нам говорили, что она слышит. Дома мы видели, что она не слышит. Но когда ты приезжаешь, и тебе врач-сурдолог, заведующий отделения Самарской области, говорит, что у вас ребенок в порядке и слышит, ну ты, то есть, веришь. После года ей поставили диагноз, что у нее врожденная нейросенсорная глухота. Кушать! Скажи, кушать! Не слышу я, не слышу. Что такое? Что это? Что это? Стакан. 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 Ну и здесь завертелась другая реабилитация, которая до сих пор, можно сказать, продолжается, потому что это на всю жизнь. Нужно постоянно работать, развивать, и она теперь уже сама себя развивается. А что это обозначает, Надя? Скажи, нейросенсорная глухота, ты сказала, да? Она вообще не слышит без аппаратов, и это не компенсируется обычными слуховыми аппаратами. То есть нам сразу сказали, что это детский сад для глухих детей, это школа-интернат, 5-дневка. Для меня это было совершенно неприемлемо, потому что я уже пропустила момент, что перед тем, как забеременеть, мы уже сходили в Самарский центр усыновления и хотели усыновить ребенка. И то есть для меня было это шок, отдать ребенка на 5-дневку. Нет, я решила, что я как раз заканчивала аэрокосмический университет. Я инженер двигателей внутреннего сгорания, и вот через год я поступила на психологический. Через год поступила на психологию. Дефектологический факультет на специальность по сурдопедагогике. Ну, потому что в Самаре мало было сурдопедагогов, нужно было ждать очереди, чтобы записаться на занятия. Я поняла, что заниматься нужно каждый день. Я поняла, что да, я сейчас изучаю практику, все, с ней уже начинаю, но мне нужны теоретические основы, я должна понимать все, как это работает, и я пошла учиться. Друзья, я думаю, что вы знаете, что очень много передвигаюсь по городу и много снимаю. И все время нахожусь в поиске базовых, удобных вещей. И хочу поделиться с вами своей находкой. Бренд FOMATES, который продается на Озоне, на Wildberries, с базовыми футболками разных цветов, 100% хлопок, винтажный такой стиль, удобные, легкие, комфортные. Мне очень нравится. Я уже набрала себе разных цветов, поэтому, друзья, если вы сейчас в поиске легкой летней футболки, я просто вам рекомендую от всей души. Оставляю вам ссылку на Озон и Wildberries. Обязательно заказывайте. Попугая посади на кровать. Девочка у нас на стуле сидит. На стуле. А попугая посади на кровать. Да. Где попугай? Во. Попугай, это муха. Во. Птичка, попугай. Не знаем? Птичка. Птичку на кровать. Посади на кровать. Давай посадим. На кровать. Вот сюда. Хорошо. Надя, она была с аппаратом уже. Да, мы в 2 года, когда ей было 2 года, мы сделали ей кохлеарную имплантацию. Когда она родилась, мне было 21 год, я только начала изучать все. И тогда, когда нам предложили кохлеарную имплантацию, нам сказали, что ей дадут слух. И, конечно, мы подумали, что вот она будет развиваться, мы с ней немножко позанимаемся, и все. Мы не учли того, что у Полины помимо слуха еще есть органические поражения мозга. И не так-то просто. Ей недостаточно одного слуха, с ней нужно постоянно было заниматься, чтобы она понимала речь и чтобы она начала говорить так, чтобы ее понимали. И к 7 годам мы не успели. Говорила она очень маленькими фразами, агроматизмами. Было очень много агроматизмов в речи. Она не понимала, ну, буквально, если ей слово сказать с другим окончанием, она уже его не понимает. То есть каждое слово мы изучали, я не знаю, просто там ей надо было 100 раз повторить одно слово, чтобы она его запомнила. Если его долго не повторяешь, она уходила из словаря. То есть вот слухоречевая память очень была плохая. Ну, то есть это все последствия, конечно, неврологии и всего остального. И было сложно, я знала это, но ей нужна была речевая среда. И все-таки дальше ей
жить в обычном мире. Меня тогда убили слова вот как раз нашего сурдолога, который сказал, что отдайте ее в мир людей, которые не слышат, потому что ребенок это не ваш, это у нее будет совершенно другой мир, и она вас никогда не поймет. Я была с этим категорически не согласна. Надя, то есть в конце концов, то есть Полина училась в обычной школе. 11, да, классов она отучилась. При этом она интенсивно занималась фигурным катанием. Она 10 лет занималась фигурным катанием, вздюшор, достаточно сильный, выступала. И, наверное, вот именно спорт очень ей сильно помог в ее дисциплине, мотивации, потому что в школе успехов она не делала. И если бы мы, вот, как сказать, уперлись в одну школу, я боюсь, что ее самооценка была бы не такой, как сейчас. Надя, у вас была достаточно сложная такая первая беременность, и много вам пришлось трудиться, да, с Полинкой вместе всей семьей, да, вы, так скажем, можно сказать, что поднимали на ноги, да. Потом у вас родился Максим. Через сколько лет? Через 4,5 года появился Максим. Влился в реабилитацию к Полине, поэтому... Нормально, скажи, с ним беременность прошла идеально, да? Идеально, да. И за счет того, что была организована вот такая все развивающая среда, то, что он был включен, он до 7 лет в ней был, а дальше он просто стал учиться самостоятельно, и просто больше проблем с человеком не было. Потому что вот в прошлом году он закончил 9 класс, у него тоже английский не сильный был, в этом году он проучился год и закончил здесь школу, сдал здесь экзамены. Дальше вот он идет, у них после 11 класса дети идут на 12-13, это типа наш колледж, он обязательный перед тем, как поступать в институт. В институт на самом деле не все идут, потому что техническую специальность, вот именно практическую, можно получить за эти 2 года. И когда последний раз вы виделись, кстати, Максим хотел быть актером, но после этого, да, он купил гитару. Он научился играть на гитаре самостоятельно, он изучил звукорежиссуру, он начал писать песни, музыку. Сейчас у него уже более 60 песен, написанных им, которые он сам полностью аранжировки пишет и все остальное. Здесь, конечно, тоже ему дали грамоту талантливого студента, потому что, креативный такой мальчик. Белое сердечко и плакали гордые рты. Наши тела отыскать по следам. Если бы мы не забыли оставить следы. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии и провода в небо только б не мучиться. Тучкой маленькой я вернусь и над твоим крохотным домиком. Кому пришла идея взять ребенка из детского дома? То есть кто это вообще был инициатором этого? У меня с детства была такая идея в голове, скажем так. Мне кажется, это у многих приемных мам. Я не знаю, может быть, нам кто-то закладывает это при рождении в какой-то области Женщинам, мозга. да. Я уже думаю, надо изучить, наверное. Есть область мозга, которые там тун-тун-тун-тун. Я тоже об этом думаю. Вот сколько интервью я беру, практически каждая мама говорит: я об этом думала с детства. Потому что мне мама говорила, это вот постоянно было. Вот эти какие-то там статьи еще в нашем советском детстве, кто ребенка оставили на остановке. А я думаю, почему я не нашла этого ребенка? Почему мне не подкинули? Где вы нашли Василину и как вы ее искали? Насколько было сложно ее найти? Мы получили документы вот в конце января. 17 февраля Василина уже была дома, если так вот. Но первую неделю естественно, в это время я искала, но я тоже понимала, читала, что не нужно так вот прямо искать, потому что дети постоянно меняются, и ты сейчас вот захочешь одного, его возьмут. Причем у меня была на примете девочка, и мы смотрели тогда 2014 год. Это то есть дети до года. Но у нас было вписано в заключение, что мы имеем возможность воспитывать ребенка с особенностями в развитии, так как имеем опыт. Поэтому мы рассматривали разных детей. Вот. И в какой-то момент, 2014 год на 2013,
И забиваю Москву, думаю, посмотрю сначала в Москве. В Москве мне говорили, вообще бесполезно, все дети, ну, только очень тяжелые, которые вообще лежачие, то есть там даже нечего смотреть. И мне выпадает фотография Василины. Надя, кого ты увидела на фотографии? Вот расскажи мне, как она выглядела? А фотография была, она стояла в детской кроватке, там сзади была куча детских кроваток, и бортики у них были все погрызанные, ну, то есть вот дети их грызли по кругу. И она стояла такая несчастная, то есть она держалась за эту кроватку, она тогда еще только начала вставать, видимо, фотография. Она недавно обновилась, потому что я потом списывалась с другими мамами, у меня даже были 2 мамы, которые смотрели Василину и приезжали к ней, но не взяли ее. Василину смотрели 16 кандидатов до нас, и все отказывались. И вот она стоит такая, но у нее такой был взгляд серьезный, ну я не знаю, вот у нее еще брови так вот хмурые такие. Да, уши вот так, волосы дыбом. И, ну не знаю, мне она показалась вообще красивой, вот прям ребенок. То есть я посмотрела на нее и думаю, буду звонить. Позвонила сначала по общему телефону, я сейчас уже забыла, как это все называется, потому что было 10 лет назад практически. На Усынови.ру есть телефон, прям туда я позвонила, они мне говорят, если она дошла до базы, если ребенок дошел до нашей базы, считайте, у нее все там, значит, от нее все уже, кто мог, отказался, тем более в Москве. Ты, говорит, даже не думайте, там инвалид полный, и не нужно туда есть. Я говорю, так, скажите мне, в какой она опеке. Ну, она, как бы вот они мне сказали, что звоните в Московскую. Вот пусть вам там и говорят. Тоже региональный оператор Москвы, и пусть вам там и говорят. А я думаю, нас туда не поставили еще на учет. А следующая запись, там же у них там раз в 2 недели, что ли, когда вместе с мужем. Ну, и выходные. Я все выходные думала, и прям утром в понедельник туда позвонила, и мне говорят, приезжайте. Я говорю, прямо сейчас можно? А муж у меня в командировке. До среды, это понедельник. Я говорю, я одна. Он говорит, приезжайте. А там такая была именно в опеке женщина. Она говорит, мы с ней потом разговаривали, она говорит, я ее пытаюсь пристроить уже 1,5 года, никто не берет. Вы, говорит, сразу только не отказывайтесь. Ну вот, говорит, все отказываются. Я сначала к ней приехала. Говорит, ну, пожалуйста, вы посмотрите, вот просто посмотрите и все. И главное, говорит, не общайтесь с врачом. И она говорит, уже 5 часов, врач, говорит, ушла, идите. Я говорю, прямо сейчас? Я говорю, идите. Да. Чтобы не запугала. Да. То есть на нее было 16 кандидатов, Надь, да, получилось? Да, все отказы, 16 кандидатов. На нее один раз уже практически дошли, было прям, и медицина готова, и был там акт, ну, то есть был подписан, видимо, согласие, но в последний момент, это когда ей было 9 месяцев, но все равно потом в итоге отказались. И ты, Надя, решила, то есть сказали, приезжай, и ты поехала. Да. И ты поехала одна. Вот расскажи о своей первой встрече. Я вышла... мне, конечно, сказали, говорят, вы знаете, какой у нее диагноз? А я поехала, я, честно говоря, не знала никаких диагнозов. И мне она говорит, вы знаете, у нее синдром Дэнди Уокера. Я такая, я, честно говоря, до этого сегодня, я не знаю, что такое синдром Дэнди Уокера. Да? Я иду, вбила в Google, читаю там... что ужас какие-то пишут. То есть там дети до года не доживают, то, что они не ходят. То есть это практически ДЦП, они не ходят, у них настолько расстройство координации, да, то есть то, что они лежат, они не могут попасть, взять ложку, еще что-то. То есть разные, конечно, степени. Я еще даже успела я думаю, надо на форум залезть каких-нибудь мам, потому что знаю, что мамы особенно пишут. Дети разные, я посмотрела, есть разная степень выраженности, кто-то занимается, кто-то не занимается, от этого тоже очень много зависит. Какой будет, то есть вот итог. И ей еще пока на тот момент был 1 год и 5. Я думаю, все-таки есть еще до 3 лет прям очень хорошо бы развить. И думаю, сейчас приду, посмотрю, и прихожу, а тут уходит как раз врач. И я вот попадаю к соцработнику, она мне говорит, вы к Василине, сейчас я вас проведу, и тут заглядывает, она говорит, вы к Василине? А вы знаете,
Я так поняла, что это врач. И мне начала она сразу говорить, что вы даже не думайте, она очень тяжелый ребенок, мы за нее боремся тут каждый день. Она за 1,5 года была 5 раз госпитализирована в психоневрологическую больницу, ее постоянно лечили. То есть она где-то 5-6 месяцев провела в больнице, а не в доме ребенка, потому что она была гипервозбудима, она не ела, не набирала вес. То есть ее там лечили, привозили, через какое-то время обратно отправляли. И вот в таком режиме она там существовала. И она говорит, вот вы мне ее испортите, и, в общем, у вас никаких денег не хватит, чтобы ее вытащить. Она говорит, завтра поговорим, мне, говорит, некогда. И ушла. Она ушла, а соцработник говорит, пойдемте знакомиться. Дай. Ее вынесли маленькую, то есть ей 1,5 года, 7 килограмм 1,5 года, то есть, понятно, что все дети там маловесные, 70 сантиметров, то есть развитие примерно на 6 месяцев, то есть она сидит, но она стоит у опоры, и за ручки она ходит. Но, то есть она начинает плакать и цепляться за воспитательницу. Она ее просто сажает на стол, дает коробку и говорит, занимайтесь. Это все происходит в коридоре группы, где вот пеленальный столик. И ушла. Да, на заднем фоне там просто кто-то орет, невозможно. Конечно, я могу сказать, чисто вот мне психологически было очень сложно зайти в этот детский. Я туда просто зашла, я там пробыла первый день, наверное, около 40 минут. Я вышла, у меня было такое состояние, что из меня как будто всю энергию высосали, у меня дико болела голова, и такое состояние было, не знаю, какой-то депрессии, тоски, все вместе. И я думаю, почему? Мне, наоборот, я, с одной стороны, так рада, что я увидела, и я может быть, да, это моя дочь. Но, с другой стороны, там такая энергетическая обстановка, что вот для меня все эти... Я каждый день ходила к ней на протяжении, пока делали документы, кроме выходных, нас в выходную не пустили. И каждый раз я оттуда выходила с дикой головной болью, и я не знаю, меня это все так угнетающе действовало, вот эта вся обстановка. Может, мои какие-то старые травмы вскрылись, но мне было там, мне было очень плохо. Но ты почувствовала, что это твой ребенок? Когда ты Она мне очень понравилась, она была маленькая, ее посадили, она плакала, но плакала, тут увидела игрушки, начала просто их запихивать себе в рот. Я думаю, хорошо, что попадает в рот. Я как бы поняла, что с координацией проблемы, в рот попадает уже хорошо, слюни текут, конечно, гипотонус там, у меня уже свои пошли, так, выстраивается реабилитация. Да, конечно, я не принимала никакого решения до того момента, пока не увидит, решила, что я не буду ничего решать, пока не увидит ее муж. Муж приезжал в среду, и 2 дня я к ней ходила, но уже вечером я не могла заснуть, думала, наверное, это моя дочь. Я пришла домой, отправила всем, всем понравилось, и внешне. Она, конечно, я говорю, она была в состоянии... Я потом уже посмотрела по ее медицинским документам, там ей давали нейролептики, и она была в таком заторможенном сильно состоянии, но, видимо, чтобы она там не перевозбуждалась, она еще была на противоэпилептических аппаратах, хотя у нее нету вообще эпилепсии, но из-за того, что она, когда родилась, у нее был абстинентный синдром, мама героинозависимая, и у нее были судороги. И, видимо, на протяжении, ей выписывали это. А это все угнетает и когнитивную деятельность, естественно, это все угнетает у ребенка. И двигательную, и физическую. Конечно, у нее задержки были по всем фронтам, но в какой-то момент она включалась. И у меня даже есть тоже где-то фото, где она сидит вообще, то есть она смотрит в одну точку, и как будто она где-то там внутри, то есть ты видишь, что она не с тобой. И она в эти состояния очень часто впадала. У нее до сих пор бывают такие состояния на самом деле. Но в какой-то момент она вдруг меня увидела и начала улыбаться, и я увидела, что, не знаю, есть там, это не то, что мне говорит, это врач или еще кто-то. То есть потенциал я увидела, и думаю, надо брать. Потому что на следующий день я встретилась с врачом, которая мне
час, наверное, рассказывала ее дело уже вот такое вот, рассказывала, чем они ее лечат, какой она тяжелый ребенок, и с чем она родилась, да, у нее, ну, много разных, помимо этого диагнозов, она мне сказала прогнозы, что они готовят ее к дому инвалидов, она никогда не будет дееспособной, это умственная отсталость, это коррекционная школа, зачем вам это нужно. А диагнозы начала перечислять, и я смотрю, все диагнозы очень похожи с моей Полиной. Ну, и поэтому я не стала ей говорить, что это мне знакомо, это, потому что она мне говорила прям, ну, вам, наверное, это ничего не говорит, но это очень тяжело. Я говорю, ну, да. Я говорю, можно я уже пойду с ребенком погуляю? Мне гулять с ним разрешили. И в среду мы вместе с мужем приехали. Да, мы в среду вместе с мужем приехали уже окончательно принять решение. Он буквально увидел 5 минут, она очень испугалась. Ну, как известно, в детских домах нет мужчин, и она очень испугалась. То есть ее дали ему, у нее просто квадратные глаза, она плакать начала. Я ее забрала. Но там вот прям быстро было, у них была какая-то проверка, и нас пустили туда буквально на 10 минут. И ее забрали, вот, я не знаю, сколько мы там были, 5 минут. Он на нее вот так вот посмотрел. Как раз тут же вышла испытательница, говорит, вы что, ее хотите взять? Она же такая особенная, мы с ней столько мучаемся. И вот тут выводит Наденьку, возьмите Наденьку. Мы говорим, нет, мы все-таки возьмем Василину, и мы спускаемся, он говорит, она такая несчастная, ей намного хуже, чем Наденьке. И мы ее возьмем, да? И он говорит, ну что-то, а что там, говорит, у нее с мозгом-то? Я говорю, ой, ладно, говорю, ну, Полина еще хуже, говорю. И мы стояли под лестницей, там вот где-то в этом, у них же как детский сад. Я говорю, ну что, давай берем, нормально, говорю. Я говорю, точно справлюсь, у меня уже план реабилитации намечен. И мы зашли к соцработнику, подписали документы, а врач очень хотел поговорить с мужем. Он говорит, ничего не подписывайте, пока я не поговорю с вашим мужем. И тут заходит врач, а мы уже все подписали. И она говорит, а они уже все подписали. И она такая, ну ладно, удачи вам. И все. Беги. Догоню. Давай, беги. Догоню. Уже ноги не ходят. Догоню. Надь, скажи, пожалуйста, что-то известно о биологических родителях? Но ты уже сказала так вот. Да, и папа прочерк. Мама героиня зависимая. Да, у мамы прям, она пришла, когда рожать, она была в этом состоянии, поэтому там всю беременность внутриутробно, скажем так, ребенок принимал опиаты, и не только. И поэтому мама на второй день написала отказ. И она написала еще там в отказе, можно написать запрет передачи информации родственникам. Поэтому, может быть, кто-то бы ее и забрал, но никто ее не забрал. То есть дальше она была в интенсивной терапии, в отделении патологии, дальше перешла в детский дом, в дом ребенка. И то есть дальше она пошла уже лечение. Вот. А маме ничего не известно. Надь, то есть дети все-таки вот рожденные от героинозависимых матерей, и я так понимаю, что все это потом сказывается на психике, да, и вот как раз вот эти все отклонения, они как раз связаны с этим, я так понимаю. Очень много поведенческих проблем, гиперактивность, гипервозбудимость, какие-то, не исключаем каких-то психологических патологий дальше, потому что до какого-то времени ставили СДВГ, уже 8 лет у психиатра стал под вопросом аффективное расстройство, потому что состояние вот этой эйфории, скажем так, которая бывает у наркозависимых людей, оно периодически появляется и у твоего ребенка. И ты просто видишь, что она с собой справиться не может. Это сенсорный дисбаланс. То, что была депривация, это сильно добавило ее сенсорные перегрузки, но ее вот это поиск тактильный, она током стреляет. То есть у нее то нормально, то у нее такая гипервозбудимость начинается, что до нее невозможно дотронуться, она сама не может. Вот ей начать одеваться, ей нужно очень сильно настроиться, потому что разная ткань по-разному на нее действует.
И вот когда она перевозбуждается, этот смех, я думаю, что и приемные родители, у которых дети такие есть, они просто не знают, что он делает. Он придуривается, он смеется. Идет выброс дофамина, и это как раз-таки такое состояние, когда ребенок выглядит, честно говоря, как пьяный. То есть его болтает. Буквально все то же самое, что у пьяных выпивших людей, да, то есть расстройство координации, смазанная речь, начинает нести бред какой-то, и, то есть начинается вот это вот, в этой эйфории может сделать что-то такое ненамеренно даже агрессивное, то есть, да, вот если вдруг что-то попалось, она швырнула, потому что она смеется, она вообще не понимает, что происходит, вот, то есть у нас это где-то началось после 4 лет, почему после 4? То есть получилось, что во время беременности ее очень сильно разгналась нервная система на этих веществах. Дальше она попала в дом ребенка, где была сенсорная депривация, и наоборот не было ничего. И ее еще нейролептиками очень сильно затушили. И вот, то есть разогнали в одну сторону, и тут вдруг она попадает обратно в нормальную среду, и начинается обратный разгон. И вот здесь вот в то время, я на тот момент, когда мы забирали Василину, я сурдопедагог-дефектолог, я знаю, как развивать речь, движение, память, мышление. Я ничего не знаю о том, какие особенности мозга у детей, наркозависимых людей. Об этом нам не говорили в ШПР. В ШПР нам рассказывали, нам так и говорили, берите от наркоманов, там дети нормальные. Да, если легкие наркотики, может быть, не будет таких, да, то есть последствий, но когда там достаточно тяжелые наркотики, да, то есть были прописаны, и это известно, и это нужно было учитывать. Конечно, нужно больше внимания было уделять ее сенсорике сразу. Мы пришли к сенсорной интеграции только к 4 годам. То есть я вот узнала и к нейрокоррекции. А Максим пришел у нас? Максим у нас... Василин, у нас пришел Максим? Давай собирать пазлы. Давай пазлы собирать. Ну, доставай. Или что ты хочешь делать? Отдохнуть хочешь? Что такое сенсорная интеграция для тех, кто не понимает? Потому что это для вас понятно, для нас нет. То есть у нас у каждого есть гиперчувствительность. Например, в слуховом. Кому-то не нравятся громкие звуки, кому-то наоборот недослышивает, кому-то яркий свет очень его раздражает, кого-то нет, да? Тактильно. Кого-то можно там, я не знаю, массаж, там вот прям сильно делают, им посильнее, а то я не чувствую. У кого-то прям, да, и вот в каждой системе есть гипо и гипер. Но если это не мешает обучаться тебе, тебя не отвлекает это, в принципе, жить не мешает. Может быть, ты не можешь в какой-то шерстяной одежде ходить, но в принципе ты любую одежду оденешь. Это нормально. Но когда вот эти вот показатели слишком сильно завышены или занижены, или когда есть у ребенка сенсорный поиск, а это, наверное, еще тяжелее, потому что когда у тебя завышено, есть методы, когда ты можешь понизить. Например, если у тебя гиперчувствительность слуховая, как у Василины была, есть наушники, когда ты, например, чем-то занимаешься и не можешь сосредоточиться, ты одел наушники и сосредоточился. Когда у тебя где-то гипо, ты массаж посильнее поделал, есть специальные суставные массажи. Где-то ребенку, например, если у него проблемы, да, с вестибулярной системой, она повышена, ему хочется постоянно двигаться. Ты ему что-то купил, он там двигается, там качели, гамаки. Это все можно в течение дня использовать по чуть-чуть и как-то стабилизировать ребенка. Вот она сделала движение на второй удар, второго удара не было. Вот. У Василины в тактильной системе, вестибулярной и проприоцептивной, это ощущение от нашей мышцы сухожилий, у нее там сенсорный поиск. А это получается, как объясняют, когда учат, да, это вот если взять стакан, в нем дырки, вот сколько ты туда не лей,
его всегда мало, и все мимо вытекает. И то есть, если ты что-то можешь насытить, что-то можешь убрать на долгое время, ей нужно постоянно это. То есть она просыпается с утра, ей нужен суставной массаж. Ей там она в душ идет, для нее душ, вот это вот ощущение воды, ее перевозбуждает, она может дойти до эйфории. То есть перед этим ей надо настроиться, ей нужно во время душа петь, чтобы отвлекаться. То есть она вот своей головой, регуляцией, она себе помогает. Или мы с ней все время, она говорит, давай, мама, играть, мы уже придумали игры, называем на такую-то букву по 5 слов каждый. И вот пока она думает, она отвлекается вот от этого, помыться-то надо, а ее от воды разносит. Потом она выходит, вот, например, мы нагреваем полотенце на батарее практически до кипятка, мне нужно ее в это горячее полотенце завернуть, чтобы она пришла в себя, вот почувствовала свое тело. И держать. Обними меня крепко-крепко, говорит, потому что или прям вынесет. Посадил, дальше одевается. Вот каждую... какая-то бирка, как с другой стороны, тут где-то колет, форма это не подходит, колготки носить не могу, потому что все чешется, а это вот... Как это все влияет на обучение? Ребенок сидит, и он не может учиться. У него постоянно только... Это вот как у нас, если бы, я не знаю, в ветрянку, да? Ты хочешь постоянно чесаться. Какое обучение? И уже вот это симптом того же дефицита внимания, да? То есть этому ребенку постоянно нужно организовывать жизненный процесс, чтобы хотя бы убрать сенсорно. Два. А дальше? Вау. И вот об этом диагнозе, о последнем МРТ, вот то, что ты делала уже в Англии, вот расскажи, пожалуйста, как врач из Англии, когда посмотрела результаты снимок МРТ, что она сказала? Мы вообще, когда сюда приехали, мы начали ходить по врачам, потому что здесь синдром Дэнди-Уокера – это не только головной мозг, это еще сопутствующие другие проблемы, потому что мозжечок отвечает за многое другое, но и плюс может быть сопутствующие диагнозы и почек, и всего остального. Ее начали гонять по всем специалистам. В первую очередь ее отправили к физиологу, который посмотрел ее клиническое состояние, и на самом деле, когда она провела с ней тесты, пройди по линии, еще, она, конечно, просто обалдела, можно сказать, от каком она состоянии, потому что она говорит, я не верю, что с таким бэкграундом, то есть весь анамнез мы привезли, плюс, конечно, они здесь очень учитывают то, что она была в детском доме 1,5 года, потому что для них, здесь понимают врачи, что это очень большая травма, и что очень много даже ее психических состояний и поведенческих это наложила именно депривация, потому что эта депривация, она меняет вообще мозг ребенка, да, то есть его гормональный фон. И так она себя ведет, потому что ей над ее травмой надо в первую очередь работать. И, это очень тяжелый опыт. Они все говорят, у нее был такой тяжелый опыт, все просто тут удивляются, да. Но они все удивлены, в каком она сейчас состоянии. Потому что мы приходим... Конечно, она что они увидели на МРТ? Там что было? На МРТ у нее очень маленький мозжечок. Совершенно его практически нет. И остальное вместо мозжечка у нее жидкость. И, конечно, врач на нее смотрит и сюда. Просто когда мы принесли наше заключение МРТ, она прочитала, но у нее не было снимков. Она говорит, я хочу переделать и посмотреть. Мне, как врачу, нужно убедиться, что там вас в России делали. Вот. И она, когда нам сделали МРТ, она посмотрела, и она смотрит на снимок и на нее и говорит, ну-ка встань, ну-ка попрыгай, а на одной ноге. Она такая, я не могу поверить, что такая клиническая картина. То есть то, что она ходит, разговаривает. Она говорит, я не касаюсь поведения и всего остального, меня это не волнует. Она здесь невролог, именно занимается... именно структурой мозга, и, например, если есть опухоль, или чего-то не хватает там, да, или чего-то больше, она именно как не нейрохирург, но в этой области. У них очень четко, невролог не занимается другими проблемами. И она говорит, с моей точки зрения, то есть я вижу одно на МРТ, и я вижу совершенно у вас как будто нет проблем с этой точки зрения. Она разговаривает, она ходит, у нее нет проблем с моторикой, с крупной. Да, у нее есть небольшие еще проблемы с мелкой моторикой, они, скорее всего, останутся. Ей сложно застегивать пуговицы. А дети с этим, Надя, извини, что перебью, дети с этим синдромом, то есть у них, они там, не знаю, могут плохо ходить, правильно? Атаксия, то есть, да, это расстройство, мозжечок отвечает за координацию движений. И скоординированность движения, у нас же все, что мы делаем, это скоординированность. Одна рука с другой, то есть там
даже поесть, вилкой наколоть, еще что-то, пирамидку собрать. То есть изначально, конечно, были с этим большие проблемы, но каждодневные двигательные упражнения, нейрокоррекция вот дала такой результат. Я рассказываю им то, что, чем мы занимались, и они, конечно, говорят, что вот она сказала, вы провели такую огромную работу, что мне даже за вас дальше наблюдать именно с моей точки зрения, как невролога, мне нечего наблюдать. Ну, дальше у вас есть зачем наблюдать, потому что много проблем остается. Это не значит, что это нормотипичный ребенок. Нет. Надь, вот забрали Василину, забрали, и вот началась та самая адаптация, о которой все говорят. Вот как она проходила у вас? Расскажите самые, не знаю, самые страшные моменты, которые вас шокировали, несмотря на то, что вы уже прошли со своим первым ребенком такой серьезный путь. Ну, сначала, кстати, было все очень просто. Я не могу сказать, что у нас была адаптация. Адаптация была у Василины. Она была маленькая, она была очень сильно заторможенная. И тот ребенок, которого куда посадил, там сидит, куда положил, там лежит. Она много качалась. Ну, наверное, конечно, нам рассказывали о качаниях, но это поразило, потому что она качалась очень интенсивно. Она не любила, чтобы ее брали на руки. И она до сих пор качается. И теперь тогда я думала, что это пройдет. Сейчас я понимаю, что это ее неврологическая особенность. Что? Шоколад. А много? Много и 10. Много и 10. И маму. Нужно качаться. Люди с ее синдромом, многие качаются во взрослом возрасте, и это их, то есть это им нужно, да, она так успокаивается. И мы не запрещаем ей это делать. Сейчас она намного меньше это делает, она делает это перед сном, перед тем, чтобы ей уснуть, потому что по-другому она не может уснуть. Вот. А так, в принципе, она очень много ела. У нее было нарушение пищевого поведения, ела она до рвоты. Мы ей выстроили режим питания и просто перестали перед ней есть, потому что, сначала мы не поняли, но она просто выпрашивала еду постоянно, и ее травмировало, даже она была сытая, но если кто-то садился есть, она прям плакала и выпрашивала, и поэтому мы просто стали есть без нее, а ее каждые 2 часа мы ее кормили малыми порциями. И вот, наверное, я скажу, через 2 года у нее уже не было проблем. То есть она стала отказываться от еды, и, в принципе, этот период прошел, и здесь у нее проблем нет. Сейчас она совершенно спокойно отказывает, но она ест очень разную еду. Она ест и овощи, и фрукты, и ягоды все. Она ест морепродукты, она ест мидии. То, что дети не едят, она все это ест. Но это все особенности ее сенсорики. Отдай обратно. Хочется разные яркие вкусы. Она лимон ест как яблоко. Ребята, как есть лимон? Я его обожаю. Смотрите. Но здесь еще второй есть механизм. У нее, она, когда иногда впадает в эйфорию, такое бывает, вот у людей тоже, которые что-то принимают, они икать начинают. И у нее такая реакция, она начинает икать, она не может остановиться. И для нее это сигнал, что она совсем уже завелась. И все, что ей помогает, это либо яблочный сок, кислота, видимо, либо лимон. И вот лимон у нас есть всегда. То есть вот такие особенности мы за это все время я знаю уже столько триггеров, которые ее заводят. Ей, например, нельзя давать воздушные шары. Но начиная подкидывать мяч, она начинает смотреть наверх, и это ее заводит. И все. Я знаю, что то есть дальше будет плохо с поведением и со всем остальным.
А что с ней вот происходит? То есть я помню, когда мы приезжали к вам со съемками, то есть она такая очень веселая, активная, у нее все тело двигается, она вся двигается бесконечно. То есть она не вот насколько я помню, мы снимали там 4 или 5 часов, Да. и она все время двигалась на съемке. То есть у нее не было момента, когда чтобы она там села и там, не знаю, книжку почитала или телевизор посмотрела. Сейчас она уже не так сильно двигается, она регулирует свое движение, но этому пришлось учить, потому что она, расторможенность, у нее нет стопора. И эти движения, у нее некоторые движения навязчивые есть. Она, то есть, вот мы начинаем щелкать, и мы остановились, а она не может. Она может во время разговора, если посмотреть на мои ролики, да, она иногда очень сильно жестикулирует, она не жестикулирует. У нее идет навязчивое движение, она не может остановиться. И она может кружиться вокруг себя. Это свойственно детям с аутизмом. У нее нет аутизма, потому что у нее прекрасный социальный контакт, она контактна, но вот эти вот движения, это все особенности ее организма, скажем, там, ее особенности ее мозга, химии ее мозга. У нее очень высокий серотонин, поэтому она позитивна. У нее нет совершенно агрессии, она всех любит. Всем привет, я Василина, мне 10 лет, и я живу в Лондоне. А вы где живете? Я живу в самом красивом Лондоне. Посмотрите, только на его. И колесо обозрения есть. Всем пока, подписывайтесь на мой канал обязательно и ставьте лайки. Это просто ребенок, который у нас, когда мы сюда переехали в школе, ее характеристика — это happy girl. То есть, потому что она всегда счастлива, что бы ни происходило. Если даже она расстроится на сколько-то, она все равно потом улыбается, она всех любит, она всех обнимает. И здесь вот это не расстройство привязанности. В какой-то, потому что можно подумать, что это расстройство привязанности ко всем. Она реально, вот от нее исходит эта любовь. Вот если с ней рядом находишься, ты понимаешь, что вот она не может. Ей хочется кого-то обнять. Она вот настолько благодарна, я не знаю, это тоже видно, там, если мы ей дарим какие-то подарки. Надь, давай еще вот про детей, да, вот появилась Василина, Полина тоже еще там сколько ей, 13 было лет, да, Максиму 8, как они вместе происходило у них? Сначала было все, они ее ждали. Полина сначала очень сильно влилась, она там помогала ей переодевать, ей нравилось, она была маленькая, но она появилась, она стала как новорожденный ребенок. Вот реально, она прям у нас первый год мы решили, мы с мужем ездим отдыхать иногда вдвоем, ходим куда-то, тут мы решили этот год посвятить тому, что Василина от меня не отрывалась. То есть как вот первый год ребенок проводит с мамой, так она была все время со мной. Она сидела на мне, то есть вот весь год я ее не оставляла ни ночью, ни днем. Мы провели с ней вместе, и, конечно, ей больше времени уделялось, но тут все подключились, тут кто ее купает, кто ей там прям все было хорошо, и мама приезжала моя, хотя она очень переживала, как она воспримет это все, но все прям хорошо получилось. Влилась, скажем так, в семью. Мы за первый год в 5 разных стран съездили отдохнуть. То есть мы все вместе ездили. То есть, как-то вот было просто. И мы даже в 2 года ее ставили на горные лыжи. Правда, она там болталась, как... В общем, у Селины было множество впечатлений. Вася! Давно просто не бегал. Ой, у нее лыжи уехали. Ты ее на весу держишь, ты пусть хоть встанет на них. Давайте, иди. Ты, мама, должна идти. Я поняла. Сколько у вас силы и энергии? Вот, между этим, но первый год мы посвятили адаптации. Там занятий было не так много, потому что развивать речь нужно накапливать словарь. То есть нужно сначала, чтобы ребенок согрелся, адаптировался. Это очень важно. Понял, что есть люди, которые его любят. И дети вот абсолютно с ней как бы взаимодействовали. Ее 3 года, 4. К 4 годам
у нее начались вот раскачивания ее нервной системы. Ну, то есть препараты она, естественно, дома не принимала никакие. И мы выяснили, что они на нее действуют. Ну, то есть они угнетают очень сильно ее когнитивную деятельность. Можно дойти до умственной отсталости спокойно. Я думаю, что эти бы все прогнозы на препаратах точно сбылись и без занятий. Вот. И когда началось вот такие разные смех, ну там разные были моменты, она не чувствует совершенно границ. Ну то есть у меня дети очень с жесткими границами, мы все такие, да, то есть у них свои комнаты, к ним со стуком, там, начиная с, там, не знаю, с 8-7 лет заходишь, там, не заходить убьет, то есть, да, мы всех уважаем вот так, мы и не заставляли их вот, чтобы они открывали эти границы, но Василину было невозможно остановить, она лезла везде, она лезла к Полине, и больше всего она доставала Полину. И, наверное, вот она от нас переехала, по-моему, когда ей было 18 или около 19 лет, и их отношения наладились. Потому что вот этот период начался, когда с 5 лет, наверное, Василины до Полины, где-то до сколько там, года 3-4, это была, между ними была борьба. То есть потому что Василина пыталась завоевать ее внимание, но своими способами. То есть она могла открыть дверь, кинуть в нее тяжелым предметом и закрыть. Ей весело, она смеется, орет, это орет. Поставьте мне замок на дверь. В общем, с Максимом все более было так, потому что когда мы взяли Василину, Максиму было 8, а он еще был мальчик, в то время, как он еще играл. Они очень много с Василиной играли. И мы через игровую деятельность очень много тоже с Василиной работали, и вот игра ролевая очень хорошо в развитии. И Макс с ней очень много играл первые, наверное, 2 года, и у них как-то ближе были отношения. Дай вот эту штучку. Эту? Да. Так, ее мы прицепляем вот сюда. Потом дашь вот это? Да. Эту. Угу. Понимания, наверное, больше. Потому что вот в Полинине отношения все закончилось на уходе, скажем так, физическом. А Максим с ней много говорил, и все, он с ней, он до сих пор с ней может, мы уходим, когда на свидание с ней остается Максим, то есть он может, он знает о всех ее особенностях. Он записывал курс, он практически прошел мой курс. Поэтому здесь... Да, он с ней жил. Да, он с ней курс прошел. Да, он с ней жил. И он, конечно, более лояльно к этому относится, но надо учитывать, что у Полины свои особенности восприятия все-таки есть. Да, она тоже особенный ребенок. И вот эти 2 особенные девочки, им было очень сложно. И я ее не заставляла как бы понимать это все. Я ей до сих пор, она считает до сих пор, говорит, у нее все в порядке. Ну, я говорю, да, принимаем, понимаем. Ой. Просто наблюдая за своим ребенком, я так понимаю, ты поняла, что без взаимодействия тебя, да, с ребенком не будет никакого прогресса, то есть изменений никаких не будет. И я так понимаю, ты начала учиться и начала разрабатывать собственную методику, да, реабилитации своего ребенка. Это так было же, да? Это было так, и просто до какого-то времени у меня была только практика. Мы ездили на занятия раз в неделю, я смотрела, что нужно делать, и мы занимались дома каждый день, потому что без домашних заданий это бесполезно. Ну, то есть раз в неделю 40 минут, простите, ничего от этого не будет. Пошли результаты. Мне начали писать мамы другие, у которых тоже такие же проблемные дети, и говорят, расскажи, что делать. Как я расскажу в сообщении,
как осуществлять такую комплексную коррекцию. Поэтому вот в тот момент я решила написать курс, а Максим, мой ребенок золотой, смонтировал его просто полностью. И этим курсом я могу помочь мамам, то есть если посмотреть даже вот отзывы, то есть меняется полностью восприятие ребенка, потому что ты начинаешь понимать причины. Мы очень часто на себя опираемся и думаем, ну как ты не можешь это сделать? Ну что ты, вот даже те же носки, да, ты не можешь одеть носки, а он не может их одеть реально со швами. Или там ты что, не можешь написать простую букву, а у него руки не так, не может он. И начинать нужно не с того, чтобы писать немеренное количество этих букв, да, нужно начинать с другого, нужно с движения начинать, с разных упражнений, которые затрагивают разные области мозга. Я сейчас себе ясные границы ставлю. От точки до точки. Люк! Это дырка в полу. Да. Ты ее знаешь? Да. Ты в нее залезала? Да. Хорошо. Раз, два, три. Я надеюсь, что, посмотрев нашу историю, многие мамочки, может быть, действительно обратятся к вам. Надь, вам можно написать, найти вас в соцсетях, да, мы все оставим. Да. Ми, ре, ми. Ты же до этого пела. Что ты это? Давай. Ми, ре, ми, ре. Давай. Ми. Как будто на лифте спускаешься вниз. Давай. Ми, ре, ми, ре, ми. Надь, вот скажи, пожалуйста, вот за эти 9 лет чему она научилась? Вот, Василина. То есть кем она стала? Вот какой ты ее сейчас видишь? Что она умеет делать? Чем она занимается? У нас, конечно, все эти, не 9, да, вот если первый год-два отбросить, остальные 7 лет это постоянная какая комплексная коррекция, постоянное подлаживание под ее какие-то нужды. То есть наша семья подстроена на самом деле под нее. Если ей совсем плохо, мы не можем к ней куда-то пойти, да, мы возвращаемся откуда-то, если ее, потому что это будет всем плохо. И сейчас с этим стало намного легче благодаря вот тому, что мы обеспечиваем ей вот эту гармонию. Ей стало намного легче, потому что когда она пошла в школу, на самом деле, я пошла вместе с ней, потому что мне нужно было каждый день с ней заниматься, я там устроилась нейропсихологом работать, занималась с другими детьми и с ней тоже. 3 месяца она отучилась, и в школе, к сожалению, она не усвоила. Вот то, что ребенок в 1 классе усваивает, начинается письмо, чтение. Мы, конечно, занимались, я готовила ее мозг к восприятию этой информации. Она не смогла брать это в классе. Учителя не были готовы к тому, чтобы работать с таким ребенком. Она лишь сидела, облизывала пар. Нет, не кукушка, про медведя с медом я ему... Нет! Быстрей, вставай! Ой. Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка. Это была частная школа, маленький класс. Было много поведенческих детей. Она стала с них списывать поведение. У нас произошел дикий откат. Я ее просто забрала через 3 месяца домой. И стала учить сама. Буквально за 2 месяца она стала писать у меня. То есть дальше мы начали сами. Она читает на русском. Она пишет, у нее проблемы с математикой. Я знала, что у нее будут риски по всем фронтам. Судя по ее, у нее такая была синхронизация в мозге, что я знала, что у нее будут дискалькулия, дисграфия, риски прям большие, дислексия. Но дислексии у нее нет, дисграфии у нее там есть небольшие еще проблемы. Она может где-то себя не сконтролировать и что-то там пропустить букву или еще что-то. Но с математикой больше проблем. Ей нужен визуальный материал, чтобы считать. Такая особенность у нее, и здесь это принимают. Здесь дают калькулятор, например, на экзамен. Да, у нас же запрещают калькулятор. Да, у нас запрещают. Это для нее очень большой плюс здесь, потому что, когда мы сюда переехали, мы сразу сказали, что у ребенка есть диагноз СДВГ. Мы им не сразу весь открыли спектр, сказали, что у нее есть СДВГ и дискалькулия. Они на нее летом посмотрели и сказали, вы знаете, ей, наверное, нужен индивидуальный тьютор. Мы такие, да, наверное, ей нужен тьютор. Здесь в классе 25-27 человек, учитель и 2 тьютора на весь класс. Поэтому 1 тьютора выделили ей. В нашем классе есть еще 1 мальчик с особенностями, но у них еще так получилось, что она закончила 2 класс, а здесь она перешла в 6. Потому что дети-то идут в 5 лет в школу, и она перешла в 6. У нее большой
перерыв. То есть она многого просто не изучала, то, что они изучали здесь. То есть здесь, например, дроби проходят, а у нас еще этого просто не было. И в этом плане тяжело. Поэтому ей сразу выстроили индивидуальный маршрут обучения. Но у них нет такого, что они сажают на класс младше или еще как-то. Они считают, что ребенок, ну, как в инклюзии, он должен учиться в своей социальной группе, но у него должен свой быть план обучения. Ребята, это у нас библиотека, я иногда читаю про все вот эти домики и про животных, потому что я уже эти книжки не люблю, они маленькие. Так? А тут у нас пустота, и вот так все выглядит. У нее свой план обучения. Она сидит на математике, она учится на свой уровень. Где она может усваивать? Английский, естественно, она изучает, у нее свой. Я думаю, у нее там проблем не будет. Ей просто нужно влиться в среду, потому что она уже сейчас говорит в бытовом плане, у нее здесь она идет как обычный ребенок. Она говорит, в физическом плане у нее сейчас тоже нет проблем. Она прекрасно владеет мячом, она сейчас играет в футбол. Вот попросила у нас теннисную ракетку, хочет большой теннис играть. То есть чисто физически сейчас скейт осваивает, самокаты, велосипед двухколесный нет. Тяжело. Она сама, и причем она все знает, почему ей тяжело, и поэтому катается с дополнительными колесами. Где есть подстраховка, ей нужна. Но это никак не мешает ей быть обычным ребенком. В речевом плане, в русском языке, она прекрасно владеет, она рассказывает уже нейропсихологию у нас и особенности развития мозга, то есть, да, здесь у нее проблем нет. В английском изучает, за год. Я могу сказать, я год тоже учу, она знает лучше меня английский. Да. Здесь у нее больше практики. Она целый день проводит в школе. Школа очень постаралась организовать ей этот индивидуальный маршрут. Они нас сразу предупредили, оформляйте индивидуальный план обучения, он здесь дается до 25 лет. Мы его получили, хотя нам говорят, тоже многие рассказывают, это невозможно сделать, здесь никто ничего не дает. Я не знаю. Мы сразу получили в школу с высшим рейтингом. Нам дали тьютера. Нам весь год ей оказывали помощь без программы какой-либо, как обычному ребенку, просто потому, что она испытывает трудности. Надь, это все частные школы? Нет, это обычная государственная школа. Бесплатная? Нет, это не частная школа, это бесплатно. Здесь в частной школе как раз другая обстановка, там нету помощи. Потому что сейчас я думаю, что некоторые подписчики скажут, да все понятно, там богатые люди. Обычная государственная школа, и именно в государственной оказывают такую большую поддержку. Я здесь вхожу в клуб, вошла родителей детей с особенностями и встретилась с мамой, которая здесь живет. Она мне все объяснила и сказала, обязательно государственная школа. Будет поддержка, если ребенок с особенностями, здесь к нему отношение намного лучше, чем к обычному, можно сказать. И подход, и что меня поразило, я была в школе в нашей, находилась в ней целый день, я хотела посмотреть, как это осуществляется. Я никогда не видела, чтобы мой ребенок с другими людьми так учился. То есть, во-первых, с одной стороны есть свобода, с другой стороны жесткая дисциплина. Дети не боятся вообще что-то говорить, высказывать свое мнение, но все делают это по очереди. Я не знаю, нет никакого беготни какой-то еще, то есть дурдома нет, а для нее это очень важно. Эта среда для таких детей, она формирует ее поведение полностью, она потому что копирует. И она сидела, она занимается, она спокойно все складывает, она пишет. Я просто не могла поверить, что это мой ребенок с другим. Она со мной так занималась. Вот тут у нас это чтобы письмо там класть. Сначала мы снимаем рюкзак, потому что дома надо очень прилежно себя вести. Дальше мы разуваемся и ставим офис на свою полку, чтобы она тут не загрязнилась. Дальше тут у нас стирка и туалет. Дальше лестница наверх. Но сейчас мы пойдем в другую сторону. Тут у нас кухня. Тут вся еда, которая есть. Тут все конфеты.
Там стаканчики тарелки. Тут у нас микроволновка. Если вы не знаете, что это не шкаф, это холодильник. Вот давай все-таки об отличии образования, да, в России и в Англии, и вот все, что касается медицины. Вот какие плюсы, минусы у нас, у них, вот это тоже просто очень интересно. По образованию я могу сказать, что здесь у нас достаточно академическое образование, много теории. И, честно говоря, мало закрепления. Почему так? Потому что раньше нам хватало этого закрепления, нашему поколению. Сейчас дети идут не с такой регуляцией, не с такой работоспособностью. Это уже давно проведены исследования, очень много идет задержек, и это считается нормой сейчас. Я не считаю, что это нормой, нужно заниматься, и задержек не будет. Но хорошо, это норма. Просто нужно менять подход к таким детям в образовании. Они уже не усваивают просто, когда им говорят. Им надо все показывать, делать, что-то вот, все в движении, все. Да. Вот здесь все с точки зрения практики. Вот у них биология, они проходят в сердце животных. Им принесли настоящее сердце коровы. Они все его трогали, смотрели, посмотрели. Вот у меня у Васи на всю жизнь, она, мне кажется, запомнила, она до сих пор говорит, как это. Если они проходят физику, как Макс говорит, у них компьютеры, подсоединена машина, там вот ее пустили скорость, замеряют скорость, ускорение считают, там все эти датчики. Ну, это все наглядно. И не просто тебе сказали, и вот такая задача. Да? Потом материал. Да, они начинают очень рано детей учить читать и считать. У них очень сильно здесь чтение продвигается. У них библиотека везде, на каждой перемене дети сидят, читают. У них каждый день Василину берут на чтение на 20 минут и приучают ее к чтению. Сразу начали приучать. У них своя методика обучения. Совершенно не как у нас английскому. У них учат по-другому, маленькими словами, которые похожи фонетически. Подобраны так книги полностью. Здесь у них фониксы есть. Вот она туда ходит. То есть я понимаю, почему. Я вот здесь прекрасно читаю, ничего не понимаю, а сказать вообще ничего не могу. Василина говорит уже просто, вот ей все равно. Здесь никогда не скажут тебе, ты неправильно говоришь, у тебя грамматика страдает. Нет, им главное, чтобы ребенок начал что-то делать и говорить. И вот этим заинтересованностью, они когда гуляют, у них очень много игр, которые в нашем детстве были. И они в них играют. У них совершенно до 11 класса запрещен телефон в школе, даже достать нельзя. И что я заметила? Мы заметили с мужем, что даже мы приходим в ресторан, люди не сидят в телефонах. Дети не сидят в телефонах. Они все общаются, они все играют. Когда я вижу ребенка в коляске с телефоном, значит, это кто-то из наших. Ну, вот есть такое отличие. Может быть, к ним это пришло раньше, они перешли уже на следующий этап. Мы только сейчас поняли, что это как бы надо по-другому. Больше движений. У меня здесь Василина на улице, здесь есть соседи с детьми. Каждый вечер после школы она выходит, они играют в футбол, там, я не знаю, там, какой-то боулинг, еще что-то. То есть идет, вот как у нас в нашем детстве было в советском. Она каждый день, и я не боюсь ее здесь, у нас здесь такая территория достаточно огороженная, да, перед большое окно, и вот она здесь гуляет. И лазит, и вот, ну то есть вот все наши детские игры, то на велосипеде, то еще. И, конечно, это совершенно другое развитие. Я как нейропсихолог понимаю, что насколько это важно. И в школе они проходят... Вот я смотрю их задания, потому что ей начали давать задания. Я эти задания раньше сама ей все время выдумывала, потому что первые 2 года, пока она училась в России, мы берем, надо же сделать задание. Я включаю свой нейропсихологический подход, разбиваю, что-то разрезаю, клеем там, и вот так изучаем. А здесь сразу готовые задания с нейропсихологическим подходом. Просто сразу. Они... Например, если текст собрать, это не просто написать текст как-то, где-то вставить, где-то собери буквы найди на внимание. То есть ты сразу включаешь все функции, потому что понятно, что дети... Сейчас другой мир, и дети немножко другие, и их регуляторные функции нужно развивать внутри образования. И, конечно, толерантность к таким детям и понимание, потому что здесь учитель знает, что могут быть особенности в письме, в чтении, в математике. Вот эти цветы дарит маме ее муж на каждую пятницу, потому что в пятницу у них всегда свидание, и они дарят цветы маме. Тут у нас стол. Вот эта штука, чтобы раздавать еду, так можно. Кладешь еду и другому передвигаешь и берешь. Тут у нас шкаф для книжек, игр и пособия еще одни.
и для фотографий. А тут у нас шкаф для игр, для книг и тоже пособия. А тут у нас стоит палочки и мячики. Не все дети справляются. Кому-то нужно всегда визуально помогать или еще какие-то дополнительные меры помощи. В нашей школе учителя не знают, на что я нахожусь и в группах учителей, воспитателей, педагогов. И я их тоже понимаю. Наша школа не приспособлена к этому. Класс 37 человек или там 35, один учитель. В него еще, извините, засунут 5 человек с особенностями, еще и с поведенческими, кто на ушах стоит. У учителя просто нет возможности. У нее нет материала, у нее нет специального пособия. Это ей каждый день надо... Это я каждый день своему ребенку выдумываю там... А здесь это все есть. У них это все разложено в классе. У них используется поведенческий подход внутри. То есть каждый ребенок, если он почувствовал себя, например, что он перевозбуждается, он говорит, мне там плохо. И их постоянно спрашивают, вы все себя хорошо чувствуете? Никому не нужно отдохнуть. Есть сенсорные разгрузки, сенсорная комната, кому-то там еще что-то. Во время урока они встают, играют в игры в какие-то на внимание. А еще у них очень круто с мотивацией. Они учатся видеть у других сильные стороны. И вот здесь, что мне больше всего понравилось, что обычно, когда ты приходишь у нас к специалисту, говорят, говорите ваши жалобы, все, что плохо. Здесь говорят, говорите все, что хорошо. Мы будем строиться на том, что у нее хорошо. Что у нее хорошо получается? Музыка. Музыкотерапия будет, значит, у нее драма, она сейчас на драма-кружок ходит, значит, она будет играть. А потом за счет, главное ее включить, чтобы им главное найти то, где она сможет быть успешной, чтобы она могла работать, социализироваться и себя... чувствовать нормальным человеком в обществе. И вот им очень важно, они говорю, на каждой встрече прям спрашивают, что ей интересно. Да, трудности тоже, конечно, они учитывают, но вот как к ней подойти, чтобы ей было хорошо, и как ее обучать, и с мотивацией. У них до 6 класса нет оценок. У них они набирают жетоны, и в конце в пятнице кто-то за неделю набирает, кто-то месяц терпит, это уж у кого там когда, и можно получить подарок. Вот хочешь делать домашнее задание? И все хотят делать, потому что все хотят набрать звездочки и получить. Тут у нас Саша, Максиму и девушке, но она скоро приедет. Надя, завершая все-таки наш разговор, мне хочется, чтобы вы сказали, дали какой-то совет, или, может быть, обратились к тем родителям, которые вот сейчас, может быть, тоже думают взять ребенка вот с таким синдромом. О чем нужно подумать и к чему быть готовым? В первую очередь, приходите ко мне. Я создала группу в Телеграме для родителей и детей с этим синдромом, потому что их достаточно мало. Нас там немного, по-моему, сейчас 60 или 70 человек, но мы друг другу тоже помогаем. И проходим разные реабилитации. В первую очередь, конечно, после того, как ребенок адаптируется, нужно начинать физиореабилитацию и дальше подключать в зависимости от того, какие проблемы вылезают. Если еще и эмоционально-волевая сфера, а здесь тоже это влияет, потому что мужичок, он за эмоционально-волевую сферу тоже отвечает. И здесь тоже над этим придется работать. Я всегда открыто разговором могу прям посоветовать, как лучше идти, потому что вот я сейчас знаю, что, например, занятия на балансире, мужичковая стимуляция, очень много, и мы попали в точку. Поэтому вот сейчас так все хорошо. И, в плане двигательном, потому что могло быть совершенно все не так хорошо. Но нужно смотреть, насколько готов родитель, на самом деле, приемный родитель, к такой работе, потому что это сложно, это занимает очень много времени, это много занимает сил, и нужно много не только моральных, но и финансовых затрат, честно сказать. Чтобы вот так. Нужно быть готовым к самопожертвованию такому прям. Мы это вписали в жизнь, мы привыкли так жить, и для нас это нормально. Например, если я сначала хотела 5 детей, то сейчас я понимаю, что у нас никогда больше не будет детей, потому что это невозможно иметь еще ребенка. Есть свои особенности, это ресурс будет уходить, тогда не будет ресурса для Василины. Нужно понимать все-таки, что, и я это понимаю, что впереди пубертат, и неизвестно, как все повернется, как изменится гормональный фон. И у меня нет ожиданий. Вот у меня с Полиной не было. Я никогда ничего не жду и не строю иллюзий. Но я всегда радуюсь каждому шагу. Мне так легче, наверное, может, психологически. Потому что если ты себе задираешь какие-то планки и думаешь, я к ней стремлюсь, и ты не доходишь,
тебе тяжело. А здесь я, наоборот, каждый раз удивляюсь. Вот это да, вот это у нас получилось. Вот это Василина молодец. Ну, потому что я представляю, сколько ей приходится вообще такому ребенку работать вообще и над собой, и дальше. У нее впереди, и очень много работы над собой и с разными специалистами, не только я. Когда-то она отойдет, да, от нас, да, как и Полина, но ей будет самостоятельный человек, да, безусловно. Надя, я желаю вам больших-больших успехов. Я надеюсь, что у вас все получится, потому что у вас команда, у вас дружная семья, и вы друг друга поддерживаете, и вообще вы все чувствуете, понимаете, и сразу, если что-то чувствуете, там, направляете, да, свой корабль в одну или в другую сторону.